Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале Моток Декор. Сегодня будем с вами вязать вот такую сумочку мини, хит этого сезона. Вот такая она получается аккуратненькая. В этом мастер-классе я вам расскажу два способа вязания донышка. У нас одно дно будет полностью вязаное. То есть это будет первый способ. При таком донышке размер сумочки будет 16 на 17 сантиметров. И также расскажу, как связать с кожаным дном. Покажу его обвязку. При такой донышке размер сумочки будет приблизительно 14 на 17, ну либо нужной вам высоты. Значит, из материалов нам понадобится полиэфирный шнур 3 миллиметра. Пасма приблизительно 100 метров. Также из материалов это еще нужна будет кожаная фурнитура. Из инструментов нам понадобится ножницы, иголка с большим ушком. Также нам понадобится крючок номер 4, и мы будем вязать всю сумочку, основную часть и вязаное дно. И понадобится дополнительно крючок номер 3. Это для обвязки нашего кожаного дна. Ну что, всем модных сумочек, предлагаю приступать. Да, кстати, не пропустите промокод на приобретение товаров со скидкой 5% для ваших работ. Ссылку на магазин я оставлю в описании к данному видео. Первый вариант донышка — это будет полностью вязаное дно. Сейчас я вам покажу, как мы будем его вязать. Так, для начала нам понадобится набрать цепочку из воздушных петель. Каким образом мы это делаем? Кончик у нас находится с этой стороны, в руке рабочая нить. Крючочек у нас получается с вами подлезает снизу нити, придерживаем ее пальцем, и кончик перекрещиваем сверху рабочей нити. Придерживаем теперь это все рукой, хватаем рабочую нить, набрасываем нить сверху крючка и протягиваем через петлю на крючке. Итак, вот наша первая петелька. Далее также вторая, далее третья. Так мы набираем нужное количество петель. У меня это будет 16. Итак, я набрала свои 16 петелек. Теперь делаю еще одну петельку подъема. И сейчас мы будем с вами обвязывать наши петельки. Вязать будем за задние перемычки, которые идут у нас с обратной стороны косичек. Итак, вязать мы начинаем с вами со второй от крючка. То есть вот наша одна петелька на крючке, мы ее не считаем. Далее идет раз, два, переворачиваем. И в эту вторую перемычку начинаем вязать обычные столбики без накида. Итак, ныряем с вами за перемычку, хватаем нить, вытягиваем и провязываем новой нитью 2 петельки на крючке. Далее опять ныряем за перемычку, хватаем рабочую нить, вытягиваем и заново провязываем новой нитью 2 петельки. Итак, мы идем с вами до самого конца, ныряя за перемычки. Итак, вот у меня осталась одна перемычка. И далее самая первая петелька воздушная, которую мы делали. У нее тоже есть своеобразная перемычка, но мы ее немножечко развернем. И в саму как бы петельку сейчас будем провязывать 3 столбика. Провязываем 1, туда же ныряем, провязываем 2 и туда же ныряем, провязываем 3. У нас получился с вами такой разворот. И дальше мы будем вязать с вами в обратную сторону, но крючочек у нас уже будет нырять за обе дужки косички.
То есть ныряем прям в следующий вот за обе дужки. Идем так до конца ряда. Так, я провязала свой ряд обратно, провязала последнюю косичку, и теперь нам необходимо провязать в последнюю еще одну, получается, галочку. У нас здесь получается одна была в самом начале, вторая это та, что была петелька подъема, и третью для закругления нам необходимо провязать. Итак, вот у нас получается здесь 3 в одну, и здесь также первая, которую мы провязали, вторая, та, которая была петелька подъема, и третья, которую мы сейчас провязали в самом конце. Теперь будем делать с вами соединение. Вытягиваем немножко ниточку и будем соединяться под первую лежачую косичку. Значит, первый у нас столбик получается вот этот, у него вот лежачая косичка. Вот еще один наш столбик, вот у него лежачая косичка. Вот за самый-самый первый мы будем сейчас цепляться. Это та, которая у нас была петелька подъема. Мы залезаем под лежачую, набрасываем большую петельку и утягиваем ее назад. Поправляем. Вот будет наше соединение. Эту петельку можно немножко уменьшить, утянуть ее назад. И далее мы приступаем к вязанию второго ряда. Второй ряд получается у нас необходимо, согласно схемы правильного овала, необходимо будет провязать в каждую из этих петель галочек по 2, сюда 2, в которой была у нас петелька подъема, и 2 в последнюю. И также здесь в эти 3 петельки в раскол галочек 1, 2, 3 нам надо будет провязать по 2 петли, по 2 галочки, то есть сделать прибавки. Итак, мы с вами вот соединились. Далее по ходу движения наша первая петелька идет. Здесь мы будем вязать с вами в раскол, то бишь у нас вот одна ножка, вторая ножка, с изнанки у нас будет шляпка и также 2 ножки, между ними должен вылезти крючок. Итак, ныряем с вами в раскол галочек. Здесь мы видим, что вот наша шляпка, вот одна ножка, вот вторая ножка, крючок между ними вылез. И также здесь вот одна ножка, и здесь вторая ножка. Мы хватаем рабочую нить, вытягиваем, хватаем ту петельку, которая у нас уже была для соединения, и новой нитью провязываем 2 петельки сразу. Провязали. Теперь необходимо в это же место сделать еще одну петлю, потому что у нас здесь прибавки. В это же место провязываем еще одну. Далее мы идем, провязывая каждую галочку в раскол по одному столбику, пока не придем к этой стороне, и сделать будем там прибавки. Итак, ныряем в раскол, то есть вот наши 2 ножки здесь, шляпка, и вот они 2 ножки, между ними должен выйти крючок. Итак, ныряем в раскол, вот наш крючочек вышел, вот шляпка, 2 ножки, и также здесь 2 ножки. Хватаем рабочую нить и провязываем столбик. Итак, мы идем с вами, провязывая в раскол до самого конца.
Итак, я провязала, получается, свои галочки. Теперь прихожу к нашим прибавкам. Итак, здесь мы видим, вот у нас одна галочка, одна ножка и вторая ножка. Дальше следующая галочка, одна ножка и вторая ножка. И третья галочка, одна ножка и вторая. И вот мы должны сделать в каждую по 2. Итак, ныряем в раскол. Не забываем, что с изнанки мы должны тоже выходить в раскол галочки. Провязываем одну, ныряем туда же, провязываем вторую. Далее переходим к следующей, в раскол ножек. Провязываем одну, ныряем туда же, провязываем вторую. И осталось последний у нас. Также вот в раскол ныряем, провязываем одну и провязываем вторую. Все, далее мы опять возвращаемся к тому концу полотна, и там будем тоже делать прибавки. А сейчас вяжем просто в раскол по одному столбику. Итак, я провязала последнюю галочку. Теперь будем делать прибавки. Итак, находим наши петельки. Вот одна петелька. Вторая — это та петелька, которая была петелька подъема. Сейчас я вам поближе покажу. И одну мы уже с вами прибавку провязали. Итак, провязываем прибавку 2 в одну. И галочки должны быть провязаны в раскол. Итак, одна. Туда же ныряем. Вторая. И теперь делаем третью. Третья будет у нас петелька под вот этой петлей соединения. То есть, если посмотреть с изнанки, вот у нее шляпка, и вот здесь 2 ножки. Вот между них нужно, чтобы вышел крючок. Итак, ныряем потихонечку. И выходит крючок под шляпкой между одной ножкой и второй ножкой. Это была наша петелька подъема. Провязываем одну петельку, ныряем туда же, провязываем вторую петельку. Итак, вот у нас получился с вами второй ряд. Видно, что отверстий практически нет, то есть их не видно. Сделали прибавки с этой стороны и с этой стороны. Теперь переходим к вязанию следующего ряда. Также мы делаем с вами соединение. То есть здесь уже будет явно видно, вот первая лежачая косичка. Мы с изнанки заводим крючок, набрасываем петельку и утаскиваем ее на изнанку. Делаем ее чуть поменьше. Вот, теперь у нас будет с вами следующий ряд. Здесь нам будет необходимо сделать прибавки через одну, то есть будет один одиночный, прибавка, один одиночный, прибавка, один одиночный, прибавка. Итак, значит, мы сделали с вами соединение. Дальше у нас получается, мы ныряем с вами, вот наши прибавки. В первую, получается, мы с вами ныряем крючком между ножками. Здесь также крючок выходит между ножками. Хватаем рабочую нить, вытягиваем, набрасываем опять эту петельку соединительную и провязываем петлю. Сейчас у нас будет с вами одиночный. Далее в следующую мы провяжем с вами 2. То есть будет наша прибавка. Раз. И туда же 2.
Итак, дальше вяжем, получается, одиночный и встречаемся с вами на той стороне. Я дошла, получается, до нашей прибавки. И сейчас здесь мы сначала с вами сделаем прибавку, потом одиночный. То есть 2 в одну провязали. Дальше получается также в раскол галочки провязываем 1 столбик. Дальше опять у нас идет 2, туда же, потом опять одиночный и делаем последнюю прибавку на этой стороне. То есть ныряем, делаем 1, туда же 2 и одиночный. Итак, мы с вами сделали прибавку, одиночный, прибавку, одиночный, прибавку, одиночный. То есть сделали нужное количество нам прибавок. Вяжем теперь по одному, пока не дойдем до прибавки. Итак, я дошла, получается, до нашей прибавки. Провязываю сначала одиночный, далее делаю прибавку следующий, то есть провязываю 2 в 1. Далее получается опять у меня одиночный, и далее опять прибавка 2 в 1. Итак, наша донышко готова. Я уже отрезала кончик. Сейчас мы будем с вами делать здесь петельку соединения с помощью ниточки. Вытаскиваем кончик и иголочки с большим ушком. Будем делать с вами петлю имитацию. Подлезаем иголочкой под первую лежачую косичку, подтягиваем и возвращаем ниточку туда, откуда она выходила. Залезаем и утягиваем. Подтягиваем аккуратненько. Вот такая у нас петелька получилась. Этот кончик можно спрятать просто под ножки, спрятать под ножки столбиков, куда будет удобно. Вот таким образом. И лишнее уже просто отрезать. Еще раз подтянуть, чтобы было все аккуратно. И также с этим кончиком, который у нас был в самом начале, его тоже с помощью иголочки можно убрать под ножки столбиков. Также берем и либо под первый ряд, либо под второй, как будет удобней. Просто также под ножки его прячем. В нескольких местах. И лишнее тоже можно просто обрезать. Итак, я, значит, все отрезала, убрала все кончики. Донышко при желании можно даже немножко отпарить, если вдруг она у вас где-то неровная. Но после этого обязательно дать ему высохнуть. Итак, полностью вязаное мы с вами донышко уже сделали. Теперь предлагаю второй вариант. Это с кожаным дном. Мы сделаем с вами обвязку. Но напоминаю, что с кожаным дном сумочка будет чуть меньше по размеру, приблизительно 14-13 сантиметров. Она будет в ширину вашего клапана. Вот, так что смотрите, какой вариант вам больше подходит. И сейчас расскажу, как мы будем делать с вами обвязку. Итак, вот мое кожаное дно. Оно размером 11 на
4, и всего здесь 22 дырочки. Для начала мы с вами обвяжем просто донышко наше обычными соединительными петельками. Для этого мы берем наш шнур и крючочек номер 3, чтобы наши отверстия сильно не расширились. Начинать мы будем с вами, получается, вот с этой петельки. Вот получается наш край, это наша боковинка, состоит из 4 петель. И вот следующую мы будем начинать вязать. Кончик можно оставить побольше, где-то сантиметров 10-15. Он нам потом еще пригодится. Итак, значит, мы с вами ныряем, хватаем шнур, вытягиваем петельку. Теперь кончик мы с вами отпускаем, он нам не нужен, а берем именно рабочую нить. И начинаем нырять в следующую дырочку, вытягиваем петельку и протаскиваем через то, что уже у нас есть на крючке. Кончик можно подтянуть. И теперь старайтесь вытягивать петельки, чтобы они были равномерными, то есть одинаковыми по своей длине. Итак, мы идем дальше, обвязывая все наше донышко вот такими соединительными петельками. То есть мы ныряем, вытягиваем и протаскиваем сразу через петлю на крючке. Итак, мы идем сюда до конца и здесь с вами увидимся. Итак, вот я вот подошла к нашей последней петельке, я провязала ее, и теперь мы с вами ныряем сюда, в самую первую петельку, и также делаем петлю соединения. Теперь мы, получается, это все оставляем и приступаем к нашему кончику. Для этого нам сейчас понадобится с вами иголочка с большим ушком. Мы с вами вот эту петельку, которая была самой первой, где у нас выходит кончик, мы ее вытаскиваем. Вытаскиваем и из-под этой петельки. Теперь вставляем в иголочку. И нам необходимо зацепиться за вот эту нижнюю петельку. Мы в нее цепляемся и возвращаемся обратно под две вот эти дужки косички, где мы были, и утягиваемся теперь в эту петлю, в которой мы с вами только что соединялись. Прям туда в дырочку и выходим наизнанку. Вот у нас что с вами получилось. Все, теперь нам кончик пока что не пригодится. Мы будем сейчас с вами дальше переходить к обвязке самого донышка. Итак, берем опять наш крючок номер 3. Вот у нас уже петелька одна есть. Мы с вами сейчас надеваем ее на крючочек, хватаем рабочую нить и просто провязываем. Это получается наша первая петля. Далее сейчас мы будем с вами вязать через одну, будем делать одиночный, прибавка, одиночный, прибавка, одиночный, прибавка и одиночный. Вяжем с вами, то есть доходим до вот этого скругления нашего овала, где у нас были 4 дырочки. Получается, ныряем прям в серединку, чтобы попасть между дужками косичек. Ныряем, вытягиваем, получается, сейчас у нас с вами будет двойная, то есть мы связали одну и ныряем туда же, провязываем вторую. Далее идем, опять ныряем в отверстие, провязываем одну, в следующую ныряем, вытягиваем, провязываем одну
и сюда же ныряем, провязываем вторую. Далее опять один столбик, и еще 2. 1 и туда же вытягиваем второй. И остался нам один одиночный. Вот мы провязали здесь 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Теперь мы переходим к нашей боковинке. Здесь, получается, нам необходимо будет провязать 2, потом будем вязать 3, 3, 2. То есть ныряем опять также в серединку, вытягиваем ниточку, провязываем 1, ныряем туда же, провязываем второй, и далее уже, получается, практически на самом боку мы провязываем по 3 петельки. Провязываем 1. Уже все сложнее и сложнее вытягивать ниточку, потому что отверстие все меньше. Второй, и ныряем туда же, провязываем третью. Следующую опять также 3, ныряем, провязываем 1, вторую, и туда же провязываем третью. Далее опять 2. Раз и 2. То есть получается здесь у нас сбоку 2, 3, 3, 2. И дальше мы опять вяжем с вами по очереди 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Итак, опять мы подошли, получается, с вами к нашей боковинке. Здесь мы вяжем 2, 3, 3, 2. Итак, вот я сейчас буду провязывать, получается, последние 2. Я одну провязала, вторую, получается, я ныряю туда же, вытягиваю петельку, убираю рабочую нить, и сейчас беру я наш кончик, который был. Кончик берем и им будем довязывать до конца, то есть провязываем 2 петельки на крючке. Вот мы, получается, с вами закончили обвязку. Теперь нам необходимо вытащить этот кончик, и будем сейчас с вами делать петельку имитацию соединения с нашей первой. Опять нам понадобится сейчас иголочка с большим ушком. Итак, мы берем, получается, наш кончик и заводим с лицевой стороны под 2 дужки косички, самый первый, который у нас лежит. Протаскиваем сюда, на изнанку, и обратно в это отверстие, откуда у нас сейчас она выходила. Подтягиваем аккуратненько. Вот такая петелька имитация у нас с вами получилась. И все, кончик этот можно теперь спрятать за ножки столбиков. Он нам больше не пригодится. Итак, я спрятала кончик под ножки столбиков. И теперь можно спокойно переходить к вязанию наших стеночек. На кожаном донышке мы будем начинать вязание нашей рабочей ниточкой с петельки, которая у нас была самой первой при обвязке нашего донышка. То есть вот с этой одиночной петли. Выбирайте, какой вариант донышка вам больше подходит, полностью вязаная или кожаная. И будем вязать дальше сумочку. У меня будет сумочка с вязаным дном, но кожаный вяжется аналогично, как и с обычным вязаным дном. Так что смотрите вязание стеночек и как закончить вязание всей сумочки во второй части данного мастер-класса.